С вами Кавказское сафари, я ведущий Резван Тига. Здравствуйте, друзья! Мы находимся на окраине станицы Старогладовская Шелковского района. Приехали мы с одной целью – это рыбачить. Рыбачить будем на небольших водоемах, то есть это речка Чебукла. На самом деле это канал, но выглядит как река. Водится тут рыба черноспинка, щука, ленек. В одной из своих передач я рассказывал и показывал, как в маленьких каналах водится рыба и живет довольно благополучно. Вы могли видеть, мы ловили щук на маленьком канале. Река тоже небольшая, где-то ширина 8-10 метров местами, даже места еще уже. Но здесь водится рыба, люди приходят, рыбачат. А вот как сегодня будет, какая будет рыбалка, на что его ловить, как ловить, мы поговорим с моим другом. Вот, друзья, пока я словесно ознакомливал вас с этой рекой, мой друг Мухарби уже поймал черноспинка, красивая рыба. Но я вот зря вот так сразу взял, конечно. Прежде чем трогать вот такую рыбу, надо руки остудить в воде. И есть второе предположение, что биотоки, это плохо влияет для рыбы. Ну, независимо, или биоток, или от руки теплая рука, рыбу достали с воды, она все равно, вода намного холоднее, чем на воздухе, да, чем температура на воздухе. Поэтому желательно руку остужать, мочить, после чего только брать. Ну давайте, Мухарби, как положено, сними его и давай отпустим. Надо руки намочить. Хочу его взять на руки, но процедуру все надо соблюсти. Руки надо остудить. Действительно, руки теплые, а это может повредить. Смотрите, друзья, скорее всего, на эту черноспинку, красивую рыбу, охотилась щука. Вот его укус вы можете видеть. Свежая, кстати. Даже сегодня, может быть, еще кровь, видна кровь свежая. Вот такая жизнь у этих рыб. Мы на них рыбачим, и щука за ним охотится, поэтому, друзья, мучить его не будем. Сегодняшняя передача, ни одна рыба не пострадает. Мы ее отпустим, мои красавицы. Тут два названия. Это и канал осушительный, и река, как правильно? Чебутла. Вот, ну, в основном, изначально это осушительный канал был, да? Вот да, такой. Он раньше был большим каналом, но он уже сложился, заилился, и его не чистит. За это оно уже стекает. Обмелело немного, да? Обмелело очень сильно. Рыбы было очень много, раньше в озера заходила, и везде щука, ленек, золотой карп, то есть это карась. Других видов было много очень. Красноперка очень хорошая была, добрая здесь. И окуни есть. Ну, разновидностей много, конечно. Заходит на нерест сюда, кутум заходит, жерех заходит. Куда попадает канал? Ну, Речка? она уходит на среднюю реку впадает. Ага, оттуда и реку попадает на сюда. море уходит. Ну, это речка спокойная, да, тут это спокойная, хорошее место для нереста рыбы, да? Вот, да, удобное. Давно здесь сюда ходишь? Давно рыбачишь здесь? Ну, порядка с 87-го года я уже давно после уже. армии. Здесь на Кашаре я нахожусь, вот рядом. Первый у меня. Но не могу я не прийти сюда, Понятно. не отдохнуть. Ну, природа, Да. спокойствие, умиротворение. Самая большая рыба, которую ты ловил? И какая рыба? Ну, на 8,5 килограмма, по-моему, щука была. Да. Ну, добрая была она. Хорошо. Ленек на 1,5 где-то килограмма было. Окунь до килограмма. Красноперка тоже добрая была, с полкилограмма где-то вот так вот. Круглый год черноспинка здесь есть, да? Да, в данный момент здесь можно поймать черноспинку, но не везде. Да. Именно она свое излюбленное место. У нее есть свои определенные места, где они обитают в основном. Ну, скорее всего, первый фактор – это спокойствие рыбы, никто ее не тревожит. Да.
Но тут рядом, ну, я вижу ни скотины, ни людей, которые тут их тревожат, только чисто аккуратные рыбаки сюда приходят. Да, чисто отдохнуть ребята приходят сюда. Единственное, их тревожит щука. У Вы нас видели? наглядный пример был, да. Да. Давайте я сделаю первый запрос. Ты уже поймал. А в основном идет на кукурузу, да? На полосатого червя тоже хорошо клюет. Ну, на бендовеле вот Ага. обычно я ее ловлю. И хорошо довольно-таки клюет. Даже кутум попадается. бывает. Мгм. Ну, не успел закинуть, уже поклевка Да, есть. поклевка есть. Да. Место, как говорится, перспективное. Да, А как будет, что будет, время покажет. да. Главное это отдых. Отдых. Да. Поклевка есть, такая несерьезная, как говорится. Рыба присматривается, наверное. Ну и сейчас, если наживка понравится, то будет поклевка посерьезнее. Скажу честно, я черноспинку не ловил, но я смотрю, надо чувствовать поклевку немного. Она по-другому, чуть-чуть по-другому, не так, как сазан, карп. Немного по-другому она пробует наживку. Не везде клюет. Вот с этой стороны кидаешь, поклевки, ух ты, поклевки вообще нет. А чуть правее есть, зацепы получаются. Я так понял, кукуруза небольшую надо, чуть поменьше, чтобы она могла сразу ухватить. А большую она, с большой кукурузой, она играется, я так понял. Смотрит, с какой стороны к наживке подступиться, прежде чем ухватить его. Был хороший зацеп, но рыба сорвалась. Попробуем еще раз. Азарт появляется, как говорится, аппетит приходит во время еды. А тут рыба идет, хитрый оказывается. Вот. Это черноспинка. Но мы его сейчас поймаем. Как говорится, вот ушла рыба, рыбак что хочет ее поймать. Спросят, рыба ушла большая, говорит, да, большая, ну я уже попробую опять поймать. Ну вот, это страсть, это азарт. Рыбак не хочет проиграть рыбе, он хочет выиграть. О, Махарбеев, о, поймал, смотри, она идет. У нас есть поклевка. Оба! Друзья, первая моя черноспинка сегодня. Смотрите, какая красавица. Красивая рыба. Мы его не будем мучить, отпустим сразу же, друзья. Как я говорил, сегодня ни одна рыба у нас не пострадает. Да, друзья, действительно поклевка хорошая здесь. Только забрасывай и поднимай. Поклевка черноспинки отличается от сазана, карпа, белого амур, толстолоби. Конечно, это как бы отдельно, но вот от сазана, от карпа он отличается. Вот что я заметил, большую кукурузу он не идет, он как бы играется. Вот возьмешь чуть поменьше, и сразу поклевка идет. А поведение немного отличается от других рыб. Но я уже как бы немного понял, как его ловить, как подсечка. Друзья, отвлекся я вот и опоздал. И что странно, вот речка гладь, все, расстояние все одинаковое, но не везде клюет. Ну, в основном в одних местах. Или это, наверное, зависит от глубины, наверное. Но вот надо искать место, где она держится. Вроде бы вода прозрачная,
видно, что рыба плавает, но вот только в определенных местах она клюет. Вот такая рыба, черная спинка, друзья. Пока нет поклевки, но мы продолжаем. Есть? Вот, друзья, только что говорил, что нет поклевки, а вот она. Она как бы дала знать, вы не переживайте, поклевка все равно будет. Вот она дает нам надежду. А мы воспользуемся этим. Ну, конечно, мы его отпустим, друзья. Главное не терять надежду. Поклевка, она немного перестала. Если клевать перестала, надо ждать. Не обязательно менять места, потому что места прикормленные. Рыба, она плавает косяками, уходит, но все равно возвращается на то место, на свое излюбленное место. Поэтому надо набраться немного терпения, подождать и продолжать ловить. Что мы и будем делать, друзья. На таких водоемах, на реках днем обычно не клюет. Вот, когда жарко, жара, в основном вечером или ночью. А тут эта черноспинка идет, даже удивительно. Но это хорошо, друзья, это хорошо. А так в основном люди, рыбаки на прудах вечером или ночью даже, до рассвета идут. На рассвете уже поклевка уже уходит, все, рыба уже не клюет. А вот здесь мы это наживку утащили. А вот здесь днем жарко сейчас, до 30 градусов, наверное, но рыба идет, клюет. Хотелось бы, конечно, на щуку попробовать, но у нас есть блесна, есть спиннинг, мы попробуем. А тут, говорят, на живца хорошо идет, но я рыбу мучить не буду, я чисто попробую на блесну. Не обязательно же такие здоровые, огромные рыбы, трофейные ловить. Ловишь для удовольствия, чисто для удовольствия. Еще одно, вот, например, вот я заметил, многие рыбаки, они носят с собой по 5 удочек, по 6 удочек. Много берут снастей, но я не люблю это, друзья. Я беру с собой одну удочку и один спиннинг, ну, донку. Донка не так часто клюет. Ее забрасываешь далеко, если пруд, водоем, если позволяет, ее забрасываешь далеко. Она не так часто клюет. А вот спиннинг ты успеваешь. А так ты наблюдаешь за рыбаками, которые вот все пространство занято, и вот они бегают с одной удочки на другую и не успевают. Но это не отдых. Ну, 2 удочки максимум и одну донку в спиннинге. Альби, мне вот действительно понравилось ловить черноспинку. От нее не устаешь, во-первых, и не приходится долго ждать, пока поклевка будет. Да. И Она поклевка. очень активная. Да. Ну и то не так сильно, как вот пескари, вот не дают тебе покоя, постоянно дергают. Но вот она, если берется, то до конца дела доводит. Мне понравилось, действительно. Но она небольшая, ну неважно, большая, крупная, трофейная рыба, но главное, идет, клюет, сам процесс, он очень интересен. Но говорю, действительно, мне сильно понравилось. Она сама по себе активная рыба. Ну, она хищная рыба? Не хищная. Нет? Не хищная, она активная. Ну. Она косяковая рыба. Ну. Косяками она ходит. И вот что странно, вот, например, кинешь в другое место, там не клюет. Вот в каких-то определенных местах. Да. Она идет и косяком стоит. У нее есть свое облюбленное место, Ну. и именно там она становится. Бывает, меняет место, уходит она, в другое место переходит, там питается. Где кормовая база есть и новый поток свежей воды, вот там большинство. Вот она в чем дело. На поток, на свежую воду идет. Да. Всякой водоросли. Да. В 2 словах сказать, умеренная и уверенная поклевка у нее. Да. Вот главное, да. Она, если берется, то до конца дела доводит. Да. Одну кукурузину ставишь, У меня сейчас, клев лучше гораздо. мне вот именно вот большая, сейчас я вот поклевки не было, сейчас маленькую возьму и
скорее всего, будет поклевка. Вот такую среднюю я возьму. Во всем забываешься, и рыбалка тебя увлекает. И твой нервы отдыхают. Стресс снимает, конечно, Да, идеально. однозначно снимает стресс, и человек отдыхает. Да, это точно. Ради этого, конечно, стоит выходить на природу, рыбачить. С ребятами собирались, уходили к морю, на Караколь, очень здорово там клевало. Вот. Приходишь туда, сутки переночевал, там порыбалил. Ты знаешь определенное время, когда она клюет и когда она перестает. Она до 12 часов ночи активная, сазан, любая рыба. Потом перестает клев. И комар уходит. А И в 3 комары уже... часа ночи уже начинается опять клев. Вот тогда она до часов 9 клев идет. Опять перестает. Вот сейчас, в данный момент, на других водоемах уже рыба вообще не идет, не клюет. Очень слабая жара. Да, а вот черноспинка вот здесь. Вот здесь через спинка есть, там всегда будет клев. Да, удовольствие одно. Рыба сейчас. Оба, есть? Есть. Давай. Есть. Вот, молодец. Какой, а? О, О, попался. покрупнее. Давай руку. Сейчас намочу я. Да, студи руку. О, хорошенькая. Чуть покрупнее, да, которую мы поймали? Покрупнее. Красавчик. Че, отпусти его. Отпустим его. О, какой красавчик, а. Красавец. Да. Действительно красавица она. И вот отличается черноспинка вот этим носом А чем? от воблы. Ну, вобла, конечно, шире бывает. Ага. И шамайки, она отличается вот этим носом. Видишь, вот это? А горбинка у нее. Да, нос. горбинка. Для разнообразия я попробую на блесну, на щуку попробую. Да, Может, можно. что И получится. воблером посмотрим. можно попробовать. Есть. и Ну, сперва на виброхвостый. блесну, а потом на Да, воблер. Давай. У нас блесна. Речка не широкая. Буду забрасывать ближе к камышам, где, скорее всего, затаилась щука. Вот постараемся вытащить ее. Она крутится и получается блески под водой. И щука думает, что это рыба. На свету у него как зеркало отражается и нападает. Ну что, попробуем. Был зацеп, зацепился в камыш, но все равно мы его достали. Посмотрим, повредился, нет, всё нормально. Блесна хорошо работает, вроде бы свою работу выполняет отлично, но пока самой щуки мы не видим. Но попробуем еще пару раз забросим, потом попробуем другой вариант. Друзья, вот я убрал блесну, поставил воблер. Тут подводка чуть по-другому. Блесну надо было быстро крутить, чтобы она вертелась. А тут подтянул, подождал, она уходит. Немного по-разному надо делать подводку. Но попробую, посмотрим, что с этого выйдет. Но блесна не сработала. Давайте попробуем. Я смотрю сегодня на щуки выходной. Не хочет он ни на блесну, ни на воблер. Что-то не хочет. Не будем, наверное, лишний раз забросы делать. Видно, нету, не нападает щука. Она отдыхает. А мы перейдем на классическую ловлю рыбы. То есть пойдем поплавком с удочкой и будем ловить дальше. Ну как тебе сегодняшний день, день рыбалки? Рыбалка удалась на славу. Ну, я тоже Я так доволен, думаю. Очень доволен.
Я тоже так Поклевки думаю. были хорошие. Но, правда, пару штук хороших ушла, это однозначно. Ну, как обычно, надо, ну, большого размера, наверное, да, которая ушла. Но все равно померный был хороший. Да. Ну, такое бывает, обычно рыболов. А вот, Ему кажется, что она очень большая была, но это не суть, не в этом. Черноспинка – это идеальный вариант, чтобы человек отдохнул. Он Действительно, дает тебе удовольствие. да, не устаешь абсолютно. Не. Я лично получил массу положительных эмоций, я Он доволен. тебе отдохнуть не дает, азарт бывает невероятный. Скучать не дает, Не дает. и не утомляет. Активный он. Да, хорошая рыба, действительно идеально. Я и на блесну попробовал, использовал воблер, но щука, она не активна, она, Она сейчас видать, вечером, она да. становится камышой и с приколом спит, Да. она не выходит. Она стоит, не двигается. Да. Не удалось мне его заманить, выманить оттуда. Ну, сегодня не его день. Много черной Да. спинки, он сытый. Конечно, мы не собирали рыбу для красивого кадра, хорошего кадра, показать в садке, что вот сколько-то рыбы. Нет, мы не стали этого делать. Мы его отпускали, как вы Зачем могли его видеть. держать, когда Да, его надо выпускать? мучить. Но Удовольствие получили однозначно. рыбалка, вы все видели, была хорошей, интересной. На этом, наверное, все, друзья. С вами была Кавказская сафари, я его ведущий Резван Тигаев. До новых встреч, друзья.